Всем привет! Это я с вами, и в этом видео я бы хотела рассказать второй день влогов. Я расскажу, чем я занималась и что я сегодня приобрела. Я думаю, вы не догадаетесь об этом, но вы узнаете потом, в середине. Итак, я встала сегодня, проснулась, собралась в школу, пошла, отсидела 2 урока из природоведения. Потом мы отсидели классный час. Пошли покушали и поехали в библиотеку. Мы ехали, наконец приехали. Приехали в библиотеку, мне там очень понравилось, просто безумно. Там были Маша и Медведь, был Незнайка, он давал конфеты. Там надо было шарики, кидали шарики. Мне он попал, но я его отдала однокласснику, потому что я как-то, знаете, неохота мне было выходить перед собакой. Вот так вот. Ну и вот, вышли там некоторые, шарик лопнули, простите, что постоянно повторяюсь, простите, просто уже, Люся, просто не знаю, какие слова подбирать, простите, пожалуйста, так вот, мне стыдно. Лопнули шарик, и там были записки, и было написано какой-то, например, древнегреческий, там, статуэтки, там, что-нибудь такое. И надо было узнать ответ, сказать. Получали конфету, кто выиграл, поднимали еще руки. Я вообще ничего не понимала. Вообще ничего. Мне неохота было, чисто неохота. Второй конкурс был как бы типа такой. Там которая нам все рассказывала. Там она веселая, на Буратино была похожа. Буратино. Вспомнила. Она была очень веселой, понравилась, надеюсь, некоторым тоже. Так вот, рисовала записки и читала отрывки из рассказов. Какого-то, например, сейчас скажу, Стивенса. Роберт Стивенсон. Я не помню. Она называла, и некоторые угадывали и получали тоже конфету. И потом это как бы закончилось. Это были там 3 урока, математику. Нет, не математику, сейчас скажу, что. Язык природы. Вот так вот там пока доехали, математику немного пропустили. Мы вообще, у нас было только 2 урока, потом мы отказались от остальных, когда мы еще подъехали, Так вот, и потом вы, наверное, не догадаетесь, что нам дали. Вы подумаете, может быть, конфеты или шоколадки или книжки. Если вы подумали, что это книжки, то вы... считаем до 5. Вы пока пишите в комментарии, что вы это думаете, я жду. Нет, считаю до 10. А то вдруг вы будете специально ждать ответа. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1! Я думаю, вы не догадались. Может быть, некоторые и догадались. И что в библиотеке обычно дают? Книги, правильно. Мне дали вот такую вот книгу. «Заветная мечта», избранная, 7-й выпуск. Мне очень нравится вообще. Что тут написано? Андрей Максимов. Это телеведущий, автор множества художественных и публицистических произведений, пьес и спектаклей. Так, Марина Сачинская. Это, по-моему, член Союза писателей России. Участие в данном сборнике — первая публикация писательницы. Рина Эльф. Вот так, вот тут она. По образованию учитель начальных классов. Несколько раз публиковалась в прессе. Тваркмен. Занимается литературным творчеством с 1978 года. Ого! Первая публикация состоялась в 1979 году. Моя мама родилась.
в знаменитом уральском следопыте. Вообще у меня тут написано, я это читала, но то, что я Андрей Максимов, я знала, что он телеведущий, а остальное это, что он выпускает, что нет, это я не знаю. Это дали всем книжки такую. Они есть вот тут вот, как бы, если пролистать, тут есть разных видов. Зеленая, голубая, оранжевая, темно-зеленая, оранжевая, ой, красная и розовая. У меня была розовая, но я поменялась с одноклассницей. Первая зеленая называется «Детство Лёвы». Голубая «Цирк в шкатулке». Оранжевая «Лис у лис». Оранжевая, о, темно-зеленая «Аксель и Крик в полустороннем замке». Красную я обязательно приобрету. Я вам прочитаю, про что она. Называется «Горожане солнца». В недрах метро спрятаны волшебные часы, которые подчинили горожан своему безумному ритму и заставили забыть об истинных ценностях. Победить часы их слуг может лишь необыкновенная девочка, воспитанная снеговиками. Ого! И заветная мечта номер 6. Как у меня, только выпуск 6, а у меня, как вы видите, 7. Так, я думаю, вам хорошо видно. Мне она очень нравится. В ней 202 страницы. Яркие картинки. Вот, например, такая картинка. Такая. Пишите мне в комментарии, какие есть у вас книги, которые, например, вам подарили ваши родственники. Например, вот такая, смотрите, картинка. Очень живописно, мне очень нравится, очень яркий, будет приятно читать, и я ее завтра буду читать. Про синий-синий дождь с третьего Саша. Вот видите, вот такой вот как бы картинка. Мне очень нравится, очень живописно. Заветная мечта, выпуск 7, избранная. Я думаю, она правда очень интересна, мне она очень нравится. Вот первая картинка, когда, например, открывать вот странички первые, там содержание идет, все такое. И вот первая страничка. Очень живописная, просто не могу. И называется это глава 1, в которой автор знакомит читателя с героем этой истории. Но это можно будет не обязательно. В которой Ллойд становится свидетелем праздника начала войны, а также узнает очень тревожную новость. Нож удобно устроился на ладони. Он был достаточно тяжел, чтобы долететь точно в цель. Ну, так вот, тут 202 страницы, не забывайте. Пишите мне в комментарии, может быть, вы хотите, чтобы я сняла видео и рассказала, например, про какую-то из этих книг, прочитала и... Ну, по цене на рубли, наверное, 250-260, потому что живописные картинки, сама она по содержанию очень хорошая, видно, их нам дали новые, только я тут чуть-чуть что-то... Все. А вы не думаете, это не пижамка, это такая у меня кофточка я купила? Мне она очень нравится, просто вообще не могу, безумно. Что цвет такой сиреневый, будто этот вкусный. Очень мне нравится. О. Ладно, всем пока. Пишите в комментарии, какую хотите вы книгу приобрести, например, каким цветом, или что-то либо.